Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь французский деревенский хлеб на опаре пулиш по рецепту Джеффри Хаммельмана из его книги «Хлеб». С вечера поставим пулиш. Для него смешаем в равных частях муку и воду и добавим 0,2% прессованных дрожжей. Данный рецепт рассчитан на 600 грамм муки. Делаем отметку уровня пулиша на момент приготовления, пишем время и ставим его при температуре 21 градус на 12-16 часов согласно автору. Несмотря на то, что я выбраживала пулиш в строгом соответствии с температурным режимом в 21 градус, он у меня созрел в течение 10 часов, поэтому ориентируйтесь на состояние своего пулиша, а не на часы. Данный хлеб готовится с применением ферментолиза. Для этого смешиваем весь пулиш, всю воду и всю оставшуюся муку. Грубо замешиваем и оставляем на 20-30 минут при комнатной температуре. Автор указывает температуру в 24 градуса. По прошествии времени добавляем соль, дрожжи и делаем окончательный замес теста. Автор предлагает замешивать тесто в спиральном тестомесе на второй скорости от 1,5 до 2 минут, пока тесто не станет достаточно хорошо развитым. Он советует скорректировать время замеса, если вы используете другой тип тестомеса. Тесто должно быть мягким и не крепким. Желательная температура теста 24 градуса. Проверяем тесто на качество развития клейковины. И, как мы видим, она еще не совсем развита, недостаточно развита. Поэтому мы дадим еще минуту-полторы замеса. Вот теперь клейковина достигла необходимой нам степени развития. Этого будет достаточно. Выкладываем тесто на брожение в прямоугольный контейнер и накрываем крышкой. Желательно использовать прямоугольный контейнер для того, чтобы облегчить себе последующую формовку хлеба. Оставляем тесто на брожение на 70 минут при комнатной температуре. И после 25 минут и 50 минут делаем 2 быстрые обминки. Данный хлеб не формуется, а просто рубится на куски. Это довольно распространенный прием в выработке крестьянского хлеба в различных странах. Он очень удобен и дает хлеб очень рустикального, красивого вида. Для того, чтобы достать тесто, смочим скребок водой,
Отделим тесто от краев формы и очень аккуратно, стараясь максимально сохранить газ в тесте, вываливаем его на поверхность стола, которую предварительно мы припыляем мукой. Дайте тесту самому вывалиться на поверхность стола, не форсируйте события. Аккуратно придаем тесту прямоугольную форму и делим его на две равные части. Данный кусок теста дает заготовки примерно по 500 грамм, а готовое изделие весит около 400 грамм. Осторожно переносим заготовки на куш, который мы также предварительно припыляем мукой, и оставляем на расстойку на 20-25 минут. Готовность тестовых заготовок проверяем нажатием пальца. Если после нажатия углубления очень медленно возвращаются в форму, заготовки готовы к посадке в печь. Переносим их осторожно на лопату и перед непосредственно посадкой делаем один продольный разрез. Выпекаем при температуре 240 градусов первые 15 минут с паром и остальные 20-25 минут без пара. Как и большинство французских хлебов, данный хлеб отличается толстой, хрусткой корочкой и нежным сливочным мякишем. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!